Привет, дорогие друзья! К этому видео крайне необходимо некоторое пояснение. Смотрите, на этом видео боец, который находится в плену, рассказывает достаточно страшные вещи. То есть на этом видео боец рассказывает о преступлениях, которые совершают вооруженные силы Украины. Здесь надо понимать следующее. Первое. Боец находится реально в плену. Воспринимать то, что говорит человек в плену, надо все-таки критически. То есть я сразу предупреждаю, да? Я не говорю вам, воспринимайте это как 100% информация. Это просто информация. То, что он это говорит, это информация, это факт. При этом я должен заметить для себя, у меня выходили видео на канале, я давал возможность высказаться местным жителям в Мариуполе. И они рассказывали, там один из них как минимум рассказывал про некие случаи, которые мне казались нереалистичными. В частности, это касалось походов за водой, намеренных обстрелов и так далее. Да? Я выдал тогда эту прямую речь, потому что я вообще выдаю прямую речь. Когда аналогичные вещи рассказывали жители Малой Рогани, я выдавал такого рода вещи. Ну, такие вещи они не рассказывали, но рассказывали там о разграблении квартир и так далее. Да? И сейчас, когда этот боец говорит, я сопоставляю некоторые факты, я вдруг начинаю понимать, что то, что рассказывали местные жители на том моем видео, это уже мне не кажется таким фантастическим. В любом случае, давайте так, делаем это с оговоркой на то, что человек находится в плену. У меня будет еще несколько аналогичных видео, может быть много таких видео. Следующее видео тоже будет идти с оговоркой, да, когда я его выдам, может быть завтра. Я осознаю для себя то, что там рассказывают люди, и выдам. И в любом случае, я думаю, это станет предметом обсуждения, как минимум, для внесения в определенные отчеты, потому что там звучат фамилии, места и даты. А отчеты, имею в виду, хотел сказать, международных организаций, но помимо ООН, походу, уже никто это не фиксирует. Все, друзья. Хохотун Владислав Александрович, 23.01.2002 год рождения. Служил в разведроте 36-й отдельной бригады морской пехоты, взвод беспилотных авиационных комплексов. В обязанности я был на должности дешифровщика. У меня входило в обязанности обработка видеоматериала после полета беспилотника, наносить на видео фотоматериал координаты и стороны света. Про наше командование поступала команда от командира бригады Боровника, полковника Боровника, занимать пункт наблюдения исключительно в домах, в которых проживают мирные жители. Скорее всего, для того, чтобы использовать их живой щит. И также, когда отправили группу с разведроты на зачистку здания, они ехали на 2 хаммерах, им мирные люди переградили путь. Это было в Мариуполе. И жилой район, вроде бы они ехали, если не ошибаюсь, в район Восточный называется. Число, наверное, середина марта. Так вот, им мирные люди переградили дорогу. И сказали, что мы вас не пропустим, потому что мы там живем, но сейчас там спокойно. Вы приедете, начнется война, у нас там дети. Так вот, старший, кто там был, это был Емельянов Глеб Русланович, заодно коллега, командир 2-го взвода разведроты. Он сразу же доложил это по радиостанции Народного старшего лейтенанта Стрюкова Владислава Александровича. Стрюков доложил на начальник разведки, на Шестакова Валентина Александровича. И после чего поступила команда открыть огонь в воздух. Если они не разберутся уже, то открыть уже огонь по мирным гражданам. Так точно. Но этого не было выполнено, потому что коллега Глеб Русланович отказался, я просто поехал в объезд. Но приказ такой был. Скорее всего, этот приказ поступил от Боровника, либо же от начальника штаба Карменкова. Также подполковник Шостак, это командир артиллерии 36-й отдельной бригады морской пехоты, отдавал приказы стрелять по мирным гражданам. Слышал пару случаев, когда БУАРа, это бригада артуправления разведки, то есть беспилотники и корректировщики артиллерии, выявили в селе Касьяновка, Мариупольский район, группу людей. Не могли определить, кто это, но людей было больше 100 человек. Это было вечером, и они летали с тепловизором. И там в одном дворе горело больше 5 костров больших. Они подумали, что это типа как ловушка, чтобы засветить тепловизор, чтобы не было видно, что там происходит. И там было больше 100 человек и куча автобусов. Обычных, таких пассажирских автобусов, самых обычных, как по городу ездят. И Шостак хотел команду открыть по ним огонь.
Но огонь не был открыт, потому что дальность поражения не доставала нашей ствольной артиллерии. Также недалеко от завода находился какой-то молочный завод, на территории которого этот же Буар обнаружил группу машин военных, грузовых. Там массы КАМАЗы, из которых что-то выгружали, ящики. И к этому заводу была построена большая очередь людей, гражданских. И также поступила команда от старшего руководства открыть по ним огонь. Потому что думали, что это идет какая-то вербовка, думали, что просто их как призывной пункт, их одевают и сразу же отправят на войну против нас. Но командир машины, которому была отдана команда открыть огонь, он отказался открывать по ним огонь. И вскоре, через пару дней, услышал информацию в штабе, что это были просто мирные люди, которые получали там гуманитарную помощь. Одежду, еду, покушать, водичку. В Сартане уже, когда бригада вступила с позиций, заняла оборону в городе, враг был к началу марта, может, с числа 15-20 тоже, в Сартане. Открыли огонь в Сартане и попадали в основном все. Открыли огонь в Сартане, это было конец Сартаны, уже как Сартын заезжать в Мариуполь, там мост был. Его вскоре еще подорвали. Артиллерия работала по мирным домам, потому что в домах прятались, как по информации было, противник. Просто били по мирным домам. Также подполковник Шостак отдал приказ стрелять кумулятивными зарядами по жилым домам, в которых прятался противник. Ему было плевать, что находятся мирные люди, что там дети есть, женщины. Ему было плевать. Артиллерии кумулятивными зарядами. Это уже было, наверное, под конец, это где-то был конец марта, мне кажется. Может, 25 число марта. По Волонтеровке, это в Мариуполе район. Там стояла десантно-штурмовая рота. Они там стояли почти все время и очень много рассказывали, что там убили очень много людей. И мирных, и немирных, всех подряд убивали. Они прям сами приезжали в штаб и хвастались этим, что типа слабаки, кто хочет к нам, с нами на Волонтеровку, на войну. Не могу знать, наверное, потому что просто к ним типа подходили, просто Волонтеровка, там у них были позиции в мирных домах. Это просто было как район, там просто жили люди, там не было никаких ни заводов, ничего. И там жили люди. Может, просто люди шли все домой, проходили мимо, там, допустим, пошли то же самое, набрали водички с ключа попить. И проходили мимо, а типа они начали открывать огонь, не разобравшись. И также была команда ГИС, группа инженерного обеспечения, которая стояла на СПшке на посте наблюдения возле моста на Покрышкино. Это мост на Покрышкино, он был находился прямо возле завода. Это был такой заезд в завод с другой стороны. У них там был пост наблюдения. И им отдали команду всем, кто подходит к мосту, открывать по ним огонь. А получилось так, что под мостом тек ручей с чистой водой пить, который можно пить безопасно, вскипятить, попить. А из-за того, что в городе не было воды, тогда собирались все местные с ближайших районов и округов набирать воду. И заходили туда, поэтому по незнанке к мосту подходили. Это точно. Про количество жертв мне неизвестно, но огонь по ним открывали. Также те же ТШР, из них я знаю только двух людей, это Максимик Владимир и Семачин Александр. Они там присутствовали на Волонтеровке. И также очень говорили, что всю Волонтеровку ограбили те же ТШР. То есть, когда люди туда полностью съехали, потом начались очень сильные бои. Там бои были день и ночь. Они просто заходили в дома и брали все, что хотели. От техники до золота, все, что было. Также слышал случай, когда первый отдел военно-морской пехоты отходил с позиций. Это еще было только начиналось, это конец февраля. Они отходили с Павлополя, там были позиции, с них отступали. Они по дороге зашли в Порт-Сити, это торговый центр Мариуполя, большой. И ограбили там тоже всю технику, вынесли ювелирку, все, что было. Все, что было. Я слышал то, что эти же бойцы ДШР приезжали и хвастались, что они никого не берут в плен. То, что все такие мертвецы, они просто убивают. Что пленных не берут. На заводе имени Ильича, это завод по соседству с Сотовмашем, на котором мы стояли, держал позиции 501-й отдельный батальон морской пехоты. И у них были позиции в жилых районах, ближе к жилым районам. То есть возле их позиций были дома, там ходили люди, с детьми гуляли, все такое. И когда поступила команда от командира бригады, всех, кто подходит к позициям, открыть по ним огонь. И тогда просто они начали брать людей, кто просто к ним подходил. То есть люди проходили мимо их позиций по незнанке. И шли все домой, там то же самое, гуляли с детьми. По ним открывали огонь.
Позывные мне неизвестны, но эта информация слышал в штабе. По всем подряд.